Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Совет от высших сил. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Кто-то из вас сейчас находится в каких-то судебных разбирательствах. Может быть, какие-то юридические моменты. Кто-то через суд, может быть, дележка имущества, там алименты, кто-то разводится, либо же вы планируете в ближайшее время этим заняться. Вы человек, такой довольно экстремальный. Кто-то занимался, может быть, когда-то, либо сейчас занимается экстремальными видами спорта, либо же делали, какие-то, я не знаю даже, как это называется, что-то такое, что вызывает вот адреналин, да, вот вы любите какой-то экстрим, да, вы любите побудоражить кровь, да, нервишки пощекотать. Хотя я вам скажу, что вам жизнь ваша и так достаточно пощекотала нервишки, да, опять же, у каждого по-разному, было очень много разного. Причем вот вы, опять-таки, у нас уже не раз выпадало это в сигнификации, вот вы были как будто снова, мне показывают, на краю какой-то пропасти, может быть, на грани жизни и смерти. Может быть, на грани, там, я не знаю, были нехорошие мысли, назовем это так, да, то есть еще один шаг, и хотелось туда либо же к праотцам кому-то уйти, либо же, я не знаю, то есть клиническая смерть, все что угодно, да, аварии, вот это все, что сюда можно отнести, было у вас. Вы человек души, человек сердца. Расчетливости у вас очень мало. Вы, если и рассчитываете, то это только разве что может быть связано с работой, с финансами. Да, здесь могут быть трезвые расчеты, просчеты. А так, в основном, вы человек, который исключительно руководствуется чувствами, мыслями, вернее, ощущениями, да, вот вы такой сердечный, вы душевный, вы можете быть даже, чересчур мягкий. Несмотря на то, что вот кажется, да, вот мужчина, он жесткий, такой серьезный, к вам я не могу жесткость, никак отнести, потому что вами, я не знаю, простите, ребят, из вас вот при желании можно, так ведь веревки, вот именно потому что вы, просто, добряки, вот я вам скажу, здесь лед добряков. Это вам, знаете, и помогает по жизни, и мешает. Потому что очень часто люди этим пользуются. Очень быстро люди просекают, что вот этим человечком можно попользоваться, даже по работе. Можно сесть на голову, он всегда выручит, он всегда пойдет там, либо же на работе, он меня подменит, он денежку даст. То есть миллион вариантов может быть. То есть, с одной стороны, это классно, да, одни люди это ценят, да, говорят, что такой классный, всегда к нему обратиться можно. С другой стороны, люди пользуются. Поэтому вот как-то оно серединка на половинку. Вы человек, который любит действовать, да, вот вы не любите сидеть, долго думать, там что-то в голове рассуждать, размышлять, да, вот вы человек действий. Вот как-то у вас решения очень быстро принимаются. Вы приняли решение и тут же пошли действовать. Это не так, как, знаете, вот бывают мужчины, которые сидят 3 года думают, сомневаются, а может направо пойти, а может налево, а может так поступить, а может эдак. Вот вы как-то молниеносно, да, вот у вас есть такая классная такая способность, очень быстро принимаете особенно важные решения, может быть, даже в каких-то сложных, серьезных, критических ситуациях, и начинаете действовать. Вы не успокоитесь, пока вы не решите какую-то проблему. Давайте сделаем маленький наш опрос. Напишите, ребят, вот вы реально, да, вот вы сразу начинаете быстро действовать, да, вы не сидите, 3 года не ждете, не думаете, не передумываете. Как вы действуете, как вы решаете проблемы? Вот напишите, ребят. И снова-таки мне показано, что среди вас есть и армейские люди. Так.
наготу мы будем прикрывать, дабы никто не ругался, да, алгоритмы, чтобы не ругались. Я вам скажу, ребят, давайте вот так прикроем, да. Да, то, что среди вас есть люди, связанные с армией, это однозначно. Причем есть люди, которые, ну, либо же это было ранение, либо была операция, может быть, не так давно. Это могла быть такая пауза, вот пауза в жизни, знаете, вот как будто у вас какой-то период был, что все остановилось, застопорилось. Опять-таки, у кого-то это может проиграться, что вы, может быть, лежали в больнице, у кого-то это депрессивные такие настроения, да, вот сложили руки и все, ничего не хочу, ничего не буду. Есть упадок сил, есть изможденность такая нервная, психическая, психологическая, как угодно называйте. Я вам скажу, что несмотря на то, что вот вы добряк, как я сказала, но вы бываете крайне редко, но бываете довольно жестким. В каких ситуациях? Почему? Когда особенно это было, я думаю, проиграется вот с женщиной, может быть, у кого-то с женщиной, с которой вы сейчас живете, у кого-то это может быть женщина, с которой вы жили. Ваша такая жесткость может проявляться, когда вы понимаете, что вас, ну, тупо разводят, а вас тупо использует, именно женщина использует вот в связи с деньгами, что она вас просто, ну, имела как кошелек, либо же имеет, да. Вот здесь вы можете показать свой характер. Понятно, не сразу. Сначала вы терпите, терпите, а потом вы показываете свой характер, что с вами так нельзя. Нет, дорогая, ты мне на шею садиться не будешь, да, вот в таком плане. Вы человек, который... Знаете, вот вы не любите особо делиться своими проблемами. Вот не любите, вот вы как-то все в себе это держите, а потом начинаете вот резко действовать, как я уже говорила. Вот не любите вы вот эти все слюни, сопли, когда вас жалеют, да. Вы можете там какие-то 5-10 минут подумать, да, быстренько принять решение, но так, чтобы вот плакаться кому-то, да, что вот я такой бедный несчастный, да что же мне делать, да помогите, спасите, да давайте в МЧС позвоним, да давайте 911 позвоним. Нет, это не про вас точно. Знаете еще, что я вам скажу? Ну вот как-то не очень приятные такие моменты. Вот вы переживали с женщинами. Вот ваша самая большая такая проблема по жизни, это, конечно же, женщины и деньги. У кого-то проиграется одна ситуация, у кого-то может быть два в одном, и женщины, и деньги. Причем здесь, знаете, может быть, что ваша проблема с финансами, она очень тесно связана с женщиной. Это может быть, неважно, бывшая женщина, настоящая женщина, общий расклад, не забываем об этом. Знаете, у кого-то проиграется, что женщина вас обобрала как липку. У кого-то это проиграется, что, может быть, женщина отсудила, да, очень много имущества, что вы сейчас тоже, ну, не в очень хорошем положении. У кого-то проиграется, что вы, может быть, разошлись, да, и решили поменять кардинально свою жизнь, уехать, переехать, сменить работу, а с работой не очень-то и получается. Это может быть у кого-то из вас сейчас временная работа. Поэтому, знаете, вот женщина это как бич, как какое-то наказание у вас. Вот непруха, невезуха, много конфликтных ситуаций было с женщинами. Ну, давайте смотреть теперь, мои хорошие, совет от высших сил. Что же они вам посоветуют? Так, ну, смотрите. У многих из вас откроется реально, как будто вот третий глаз. О чем это? Я думаю, вы знаете, либо же подозреваете, у кого как, что у вас есть магические способности. И неважно, целительство, это там способности к таро, руны, ну, все что угодно, да, очень много магических направлений. Я думаю, кто-то из вас очень четко решит развивать эти способности. Вы будете помогать людям. Неважно, кто-то лечить будет, кто-то, может быть, картишки раскидывать, как это называют, да, вот то же самое таро.
кто-то еще каким-то образом, да, может быть, даже у кого-то реально третий глаз, ясновидение откроется, и вы это почувствуете. Кардинальные перемены идут в вашу жизнь, ребят. Вы начнете выходить из того тупика, в котором вы сейчас, вот кто-то из вас, да, вы пребываете. Какие это перемены? Смотрите, какие кардинальные, такие противоположные получаются события. Кто сейчас находится в токсичных отношениях? Вот, как я люблю эту карту, да, она очень четко показывает семейные отношения. Когда женщина выносит мозг мужчине, а он, бедный, уже и уши затыкает, только бы ее не видеть, не слышать. Так вот, у кого такая ситуация, ребят, ну вот вы будете ставить точку в этих отношениях. У вас идут кардинальные отношения, но это будут отношения без этой скандалистки, без этой птички-мозгоклюйки. И причем вот вам совет от высших сил, что бегите от такой женщины. Вот если вы сейчас находитесь в токсичных отношениях, вот даже на дне колоды, вот она как ведьма, она как баба-яга, вы будете всегда от нее обороняться. Вам нужно постоянно быть на стреме, знаете, и думать, боже, сейчас придет эта птичка-мозгоклюйка, эта ведьма прилетит, да, и мне придется снова оправдываться, мне придется выслушивать, как мальчишки, как она меня отчитывает, да, мне придется выслушивать эти скандалы, унижения. Поэтому, ребят, у кого есть такая ситуация, даже не раздумывая, можете хоть сегодня, хоть завтра подавать на развод, и это будет правильное решение. Далее. У кого-то из вас наоборот, да, вот с точностью да наоборот у вас идет создание семьи. Новая семья, новая женщина, причем даже у кого-то может проиграться, что ребенок будет в семье, причем высшие силы вам советуют, что обратите внимание, эта женщина уже рядом, вы ее знаете. И снова у нас выпадает, да, вот что женщина с ребенком. Но это не значит, что она уже с ребенком, да. Я знаю, многие из вас не хотят женщину с ребенком. Это будет ваш ребенок. Хотя, в принципе, у кого-то может проиграться, что вы встретите женщину с ребенком, и вы ее настолько полюбите, что ну, вы будете готовы принять ее лялечку. Далее, вот у вас как будто, знаете, у кого-то откроются глаза. Опять же, совет от высших сил, да, посмотрите вокруг. Не все люди, которые вас окружают, которые вам улыбаются, есть таковыми. Есть не очень порядочные, есть лицемерные. Есть люди, которым вы приносите какую-то выгоду. У каждого это будет своя выгода. Есть люди, которые воспринимают вас как ходячий кошелек. Опять-таки, да, у кого, конечно же, финансы выше среднего, особенно задумайтесь над этим, потому что люди, которые вас окружают, которым вы, может быть, финансами помогаете, это могут быть и женщины, это могут быть даже вот мужчины по работе, там, друзья, которым вы постоянно, может быть, помогаете, там, копеечку подбрасываете. Плюс еще, смотрите, это может быть какой-то тандем, компаньоны, может быть, вы с кем-то. Мужчина, вот компаньон, он тоже не очень искренний. Он плетет за вашей спиной интриги. Ну и вообще такой, знаете, фальшивенький товарищ, поэтому обратите внимание на свое окружение. Еще какой совет? Ребят, кто сейчас находится, ну реально вот в тупике, не знаете, как двигаться, да, вот неважно в какой сфере, хоть работа, хоть личная жизнь. Опять же, совет карт. Выход перед вами. Ребят, вы не видите выхода, но он перед вами. Откройте глаза, посмотрите по сторонам. О чем это говорит? Если, допустим, у вас проблема в личной жизни, оглянитесь, женщина, с которой у вас может быть роман, отношения, семья, как угодно, она уже рядом. Причем у вас есть женщина, которая, в общем-то, ну, вам нравится, но вы особо не хотите заморачиваться, кто-то не хочет бегать, никого завоевывать, кто-то боится, да, ну, то есть у каждого свои мотивы. Но однозначно женщина рядом, и вы можете быть счастливой. У кого, допустим, проблемы по финансам, по работе, опять-таки, у вас рядом есть человек, который вам может очень хорошо помочь с работой.
У кого-то это может быть там друг-приятель, который вам может посоветовать какую-то вакансию, либо же там, я не знаю, к себе взять на работу, к своим знакомым там посоветовать взять вас на работу, да. То есть вам нужно вот как будто открыть, снять вот эти вот розовые очки. Решение ваших проблем у вас перед носом. Вы просто не хотите это видеть. Вы настолько в себе замкнулись, что вы не хотите видеть перспективы. Далее. Ух ты! У кого-то, ребят, смотрите, у кого-то из вас будет даже ситуация выбора из двух женщин. Одна женщина будет помягче, вторая такая, ну, более активная, более скандальная. Ну, таких женщин языкатых, да, как их называют, их обычно видно. Поэтому обратите внимание на ту, которая более степенная, более такая, может быть, милая, тактичная, может быть, даже скромная. Вот с ней у вас тоже могут получиться отношения, да? Я вам скажу, что если хотите пороманить, да, вы можете выбрать и эту истеричку, да, если она вам понравится, если она такая страстная, если вам нравится укращать строптивую, если вам это по душе, вы можете пороманить и с ней. Но если хотите серьезных отношений и без выноса мозга, то, конечно, выбирайте вот именно ту, которая поспокойней, скажем так. Ну и напоследок еще какой совет. Те, кто из вас хотят либо же уехать куда-то, переехать, может быть, даже за границу, вот пока вам нужно подзадержаться. И я думаю, вы даже подзадержитесь. Если вы поедете сейчас, в ближайшее время, вы попадете в просак. Вот кто сейчас, ребят, кто планирует поехать, и неважно, в вашей стране, в другой город, да, либо же за границу, вот я бы советовала, вернее, ну, это высшие силы через меня советуют, да, вот я бы советовала все-таки повременить, потому что попадете на таких людей не очень порядочных, люди, которые обманщики, манипуляторы, которые используют людей, и причем они уже, ну, скажем так, накрыли не одного человека, раскрутили там и на деньги и так далее. Поэтому пока повремените. Вот время еще не пришло. Вот такой сегодня у нас был расклад. Вот такие советы от высших сил были. Ну, в общем-то, я вам скажу. Ну, такое настроение у вас будет боевое. Вот будет боевое настроение. Те, кто решат все-таки закончить отношения, ребят, да, какой-то период немножечко вы погрустите, это нормально. Но у вас в любом случае будет другая женщина, денежки у вас тоже будут, ребят, поэтому дерзайте, женщин смотрите осторожненько, так как-то тестируйте немножечко, да, потому что, чтобы не вылипнуть не туда, куда надо, но я думаю, вы их почувствуете. Кто захочет расслабиться с рюмочкой чая, сильно не увлекайтесь, потому что затянет. Затянет, начнутся воспоминания, ностальджи, ну и потом грустнячок придет. Поэтому сильно в отпуске, особенно кто пойдет, ну не увлекайтесь, ребят, потому что вот начнется с одной рюмочки, а пойдет потом по накатанной, чтобы, ну, не опуститься уже, да, ниже плинтуса. Поэтому держите себя в руках. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!